Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Не знаю, почему сегодня решил вот так начать. Компресс уже сделан, вы еще не посмотрели, чем мы будем сегодня бриться. Так что догоняйте вы на крупный план, а я начинаю потихонечку пену носить, тем более, что сегодня ничего сложного-то не будет. Сегодня у нас фибра и крем. Понятно, что без чаши. Догоните. Сегодня, ребята, у нас все будет достаточно коротенько, потому что станок остался с прошлого обзора. С дядей Федором вы уже успели познакомиться, амбассадор. И нового ничего я вам про него не скажу, за исключением того, что сегодня поставим другое лезвие. Какое? Велик соблазн был поставить спутник, ребята. И я даже его приготовил, но все-таки прямо вот сейчас вот пересмотрел, и чуйка подсказывает: Иванов, не выделывайся, поставь то, что ты любишь больше спутника. Не намного, пускай чуть-чуть, но все-таки больше. Это у нас, ребята, жилет Platinum. Почему-то оно у меня всегда вызывает теплые чувства, и всегда оно мне нравится. Во всех ситуациях, когда я его ставлю, я получаю достаточно информативное, классное, хорошее бритье, поэтому поставлю его и сегодня. Так, разбираем. Трехсоставной. Так, стоять. Ну, люфт, хлопцы там отписались в теме, что да, там что-то люфтит. Ребята, здесь тоже люфтит, но я бы не сказал, что критично. Вот буквально, может быть, где-то на 5 сотых. Вот так вот что-то. Даже я не стал бы на это заморачиваться и обращать внимание. Собираем. Все ровненько. Мне нравится, как выглядит. Но все-таки у меня к вам будет вопрос. Нет, парни, это не викторина, проверить ваши знания. Это я в запаре пытаюсь сам для себя, схалявить, что ли. Я могу, конечно, перебрать все пачки с лезвиями и найти, где что как. Но вот решил все-таки у вас спросить. Ну, мало ли, вдруг сможете выручить, вдруг сможете подсказать. Ребят, у меня вот эти два лезвия лежат. Они бриты по одному разу, потому что по второму разу все, чем я бреюсь, я сразу же убираю, чтобы не путать информативность. Хочу с ними побриться второй раз. Обратите внимание, на них маркировка разная. Жилет и жилет Станлес. На этом было жилет Platinum. Выручайте, что это за лезвие, из какой пачки я их вытащил. Вот кому не влом, можете надо мной, конечно, постебаться, но все равно скажите, из какой пачки я вот это вот вытащил, мне интересно. Жилет просто и жилет Станлес. Что это за жилеты такие? Ну все, викторина закончена. Убираю, переходим к помазку. Хлопцы, скажу вам так. Помазков на обзор туева куча. Там вагон с маленькой тележкой, плюс еще одна посылка от Яков идет. И скоро я вам их тоже буду показывать. Короче, с помазками все в порядке, есть что показать. Но не могу отказать себе в удовольствии, чтобы еще раз не прогнать на обзоре вот эту фиброчку от Мюле, которая пришла вместе с дядей Федором от Дмитрия. Блин, ребята, какой же это козырный, какой же это классный, какой же это великолепный помазок. Хлопцы, у меня очень-очень большая к вам просьба. Кто обладает вот такими помазками от Мюле синтетика, неважно, там сам ручку сделал или уже купленный вместе с ручкой или дорожный, я до сих пор еще не встречал ни одного человека, который обладал бы вот такой фиброй от Мюле и который сказал бы о ней что-то хотя бы ровно, я уж не говорю про отрицательно. Так вот, вопрос. Если у кого-то есть такие помазки и у них мнение отличное от нашего, то есть не зашли, не понравились, ребята, будь ласка, отпишитесь, скажите, потому что на сегодняшний день этот помазок получается уж больно какой-то идеальный, потому что кто бы его ни брал, Мюле, синтетику, все от него в восторге.
Так вот интересно, среди вас есть кто-нибудь, кто нейтрально к нему относится или, допустим, негативно к нему относится, не зашел? Если не зашел, то, ребята, аргументируйте, почему, что вам было там не так. Потому что я и от дорожного-то своего балдел, а от этого я прибалдел еще больше, потому что фибра показала себя совершенно с другой стороны. Поэтому вот очень интересно ваше мнение. Ну а так, что о нем говорить? Все то же самое, что с прошлого обзора. Ручка очень понравилась. Вот эта вот наклеечка, которая здесь есть из пленки. Я думал, что будет скользить, не скользить нифига. Хотя мнение я свое не поменял. Если бы пробка была ровная, я думаю, тактильность, цепкость вот это не помешало бы, а наоборот только повысило. Ну а то, что влага бы попадала на пробку, да и хай с ним, что, помазок промыл, повесил, ничего, она не высохнет, что ли, пробка, она и в Африке пробка. В конце концов, это же дерево, пускай и пористое, но тем не менее. Вот сегодня будет еще раз вот эта мюлечка. А по мыльно-пузырным сегодня разговор короткий. Благодаря нашим подписчикам у нас есть Белита. Биэлита. Как хлопцы говорят, Иванов, да ты что, стыдно не знать. Тут говорит, первая Белоруссия, вторая Италия. Получается Бел-Ита, Белоруссия, Италия. Вот совместное предприятие, которое выпускает бюджетную косметику, которая всем по карману совершенно ввиду ее низкой стоимости. Чего-то заоблачного, занебесного ждать от нее никто не ждет. Но тем не менее, со своими функциями она пока справлялась, все, что мы пробовали. Свой функционал она несет полностью. И так ли это в этом случае, узнаем совсем скоро. А у нас сегодня будет крем для бритья, для всех типов кожи, тарам-тарам, и бальзам сливки после бритья для нормальной кожи. Вот сегодня вот эти вот два баллона и запустим. Вот смотрите, какие красавцы. Все, пошли бриться. Крем простой, да непростой. Контроль первого вскрытия все же присутствует. Чем-то неуловимо напоминает зеленый армейский. Помните, у нас был? Пахнет. Пока больше ничего не могу сказать. Хватит? Ну, давайте с этого начнем. Еще раз намочу помазок. Одно из трех или второе. То ли этой фибре пофигу что сбивать, то ли второй раз подряд везет на хороший материал. Помните, как она тот крем была сбила? Английский. Посмотрите, что она с белорусом делает. Тоже нормально. Чего бы такое провокационное подсунуть, посмотреть, забьет, не забьет, но пока справляется. Легкий ментол. Сантиметр-полтора белорусского крема мы превращаем в довольно-таки неплохую пену, которая сейчас внешне не отличается от хорошей. Что будет дальше, посмотрим. Так, ну что, с моим любимым лезвием, так что я думаю, что все должно получиться нормально. Открытая сторона, я прям чувствую, как она зубьями так. Я не сказал, что мне это как-то, знаете. И готов согласиться с парнями, которые там в комментариях под этим видео говорили, не люблю комбайны, не люблю универсальное, мне что-то одно. Вот что-то такое тоже. Я сам для себя давно решил, что все универсальное, оно менее надежно, чем специальное. К этому, конечно, это не отнесешь, потому что тут всего лишь разница в нижней гарде. Но тем не менее, если вот у тебя что-то одно, то вот одно мне как-то вот или мое, или не мое. А это не тятя, не мать, как к нему. Но вот забилась у тебя одна сторона, что перевернешь, а хрен там другая. Вот в такой ситуации, вот вы лично как поступаете? Я пока сам для себя не решил. Вот это меня отталкивает от универсальных станков.
Да. С открытой стороны такое ощущение, что оно лезвие прям вот так вот, аж прям вот, аж вот, прям вот он, я возьми. Что-то закрытая сторона мне как-то милее становится на этом станке. Хорошо снес. Разительно отличается от того, что было. Ушла агрессивность, нет той ядрености, вот которая была. Там аж в глаза вот эта агрессивность тыкала. Прямо вот сейчас вот откроешь глаза тебе, по шарам. А здесь этого нет, она как-то сглажена, смягчена. Что-то от прошлого раза все-таки выскакивает, если, допустим, говорить за открытую сторону. Вот там что-то есть. А на закрытой стороне с жилетом прям вообще хорошо. Не, ну, конечно, отличается от того, что было в первый раз. Но побриться-то вполне себе хватит. Вполне. Борзануть сразу против шерсти. А давайте попробуем. Все иду закрытый, к открытой даже не прикасаясь. Ну, лишний раз сам для себя подтвердил, что в мире влажного бритья все сугубо индивидуально. Что подходит одному, не факт, что подойдет к другому. Есть люди, которые бреются вообще на один проход, особенно опасными. Против шерсти жах и все. Вот тот способ, который я сейчас сделал, по шерсти, сразу против шерсти, минуя второй проход. Визуально все, я чист. Я вот хоть сейчас могу на улицу идти, никто не скажет, что я не бритый, потому что я знаю, что не бритый сам для себя. Со стороны вы этого не увидите. Но я-то все эти камельки чую, я-то чувствую, где, что, как и сколько вылазит. Для меня это бритье на тройку. Визуально ноль. Тактильно, до жопы полная. Везде, со всех сторон торчит. Почему? Шланганул. Побежал. Не, ну сейчас тогда не шланганул, сейчас впереди паровода просто побежал. Решил поэкспериментировать. Никто не говорил, что в первый раз что-то получится или не получится. Возможно, нужно потренироваться, но единственное, что мне подсказывает,
что это не наш случай, в смысле не мой случай. Это тут сейчас вылазят те направления, которые я убираю именно вторым проходом. То есть, если я так и дальше буду продолжать, то подбривка у меня, мой 3 плюс, он там легкий. А здесь получится 2 плюс, но здесь плюс добривка, она будет уже такая же тяжелая, как полноценный второй проход. То есть не такая же тяжелая, такая же большая. Вопрос, для чего тогда это нужно? Лучше уже идти по накатанной, как ты сам для себя решил, то есть по, поперек, против, а потом легкая тыр-тыр, пару штрихов ты добавил, все, ты готов. А здесь получается по, против, и потом еще массивно все собирать. Сейчас собирать, ребята, не буду, смысла в этом особого не вижу. Дополнительный бонус к пятнице, когда буду писать следующее видео, что-то побольше отрастет. Ну, визуально здесь, конечно же, ничего нет. Выводы сам для себя сделал. Так больше не буду. Но это не говорит о том, что кому-то другому это не подойдет. Очень даже может быть, что вполне себе немало найдется людей, для которых этот способ сработает. А возможно уже есть такие, которые так бреются, им нормально. Поэтому это каждый сам для себя определяет сам. Вот я для себя определил. Ну, ты определи для себя сам. Как-то так. Ну а сейчас компресс и автошейв. Что-то как-то быстро, да? Да сам удивился. Что-то как бух. Так, а что же у нас по мазкам-то? Ну, по мазкам у нас хватило бы еще на один проход, да, вполне. Пена. Ну, не смотрите, что он вот тут соплю повешал. На самом-то деле не сопля нифига. Тут все нормально, все хорошо. Запах. Ментолово-промышленно-магазинный какой-то вот такой. Зубная паста, возможно, повинна тому. Потому что я привык, вот что-то, запах помарина. Помните? Не помните? Кто помнит, пацанов? Вот что-то от помарина есть. Такой запах я часто могу встречать, если захожу, допустим, в лайну, где, ну, в смысле, в отдел, где продается зубная паста. Вот ходишь там, то есть, босе, господи, то все, и вот нет-нет, да на такой запах нарвешься. Но это не запах зубной пасты, вот какая-то нота пробегает. Ну, в общем и целом, для бюджетного продукта вполне себе запах нормальный. Нет, не отвратный, отвращать вас не будет. Ментоловая нота, да, присутствует, но не такая, которая бы мне, допустим, по глазам била. То есть, ну, нормально, нормально. Компресс одна из моих любимых стадий во всем этом процессе. Если в начале он говорит о том, что брат, сейчас все будет хорошо, погоди, то в конце, в качестве завершающей точки, он говорит: слушай, ну ты готов. И когда ты, а там спиртовушка дрочевая, как даст тебе шары в кучу, весь такой, прям на кураже. Ну тут камера, людей много, а так иногда как хочется, как. Но мы люди приличные, в руках себя держать иногда умеем. Ну что, автошейв. Ну, тоже с контролем первого вскрытия, который я уже порвал. Здесь написано сливки, бальзам сливки. Сливки меня всегда в таких продуктах несколько напрягает. Qu'est-ce сливки? Это что такое вообще? Это с чем его едят? Сливки я привык другие видеть, а тут-то при чем сливки? Вот это я вот не всегда понимаю. Бальзам, да, бальзам я понимаю, сливки не понимаю. Если есть специалисты, которые более лучше знают, вот, что означает в таких продуктах сливки, ребят, скажите, пожалуйста, хоть знать буду. Запаховая составляющая очень неплохо повторяет крем. Я бы даже сказал, что это брат с сестрой. Что-то вот такое. Ну, про помарин, про спирмент я уже говорил, да? Ну вот, что-то вот. Впитываемость хорошая. Уже половины не чувствую нифига. Да, некоторая липкость сейчас имеет место быть, но я думаю, что она быстро уйдет
с учетом того, вот как динамика я чувствую, такой, сейчас поговорим маленько, вообще нифига не осталось, да уже нифига не осталось, все, договорился, а попить, дети, вот все, а нету. Помните, как старый добрый анекдот? Муж с женой на первом этаже спят, а тут в окошко ты. Вася, пойдем побухаем. Вот отстань ты, я уже сплю. Ну, ты пойдем посмотрим. Жена уже, да иди бухни с ним. Ну ладно. Да окошко откроет. Ну что тебе? Наливает стакан. На. Тут, все, давай идем. А тут крем нанес, а обломчик. Да, липкости вообще ноль. Первые сливки с кремом, бальзам, который так быстро впитывается, никакой жирности, никакой липкости, даже намека на то, что вы тут 5 минут, 3 минуты, 2,5 назад что-то нанесли. Удивили. По работе, да вроде что-то сделали, щипания никакого не было, увлажнение кожи, да, чувствовал. Запах был, увлажнение был. Нормально, вполне себе. Станок. Закрытая сторона мне больше нравится гораздо, чем открытая. Я понимаю, что все это мховая составляющая, все достаточно индивидуально, но те люди, у которых не слишком длинная щетина, я думаю, с открытой головой им подпрыгивает. Ну, хотя это дело вкуса, конечно, но это явно не мое. Есть ли разница между открытой и закрытой вот на этой голове? На большой щетине вряд ли вы заметите, на маленькой щетине да, она очевидна. Там, где открытая голова, особенно когда под носом брил, такое ощущение было, что он вот так вот прям лезвие выпустил, и так меня вот так вот тыкает. А с закрытой головой такого нет. Там больше на обычный станок похоже. Закрытая мне зашла больше. По агрессивности я бы его вот сейчас, вот как он сегодня себя показал, наверное, бы поставил чутка повыше 89-й головы. Это не с учетом той таблицы, где он стоит там 3,5 на уровне с HD 34. Ребят, в моем понимании это bullshit. Это, ну, я бы точно такую таблицу не оставил, потому что в моем мире она другая. Для меня HD 34 так и можно оставить на 3,5, это законно, но 89 для меня пасется где-то в районе шестерки. То есть вот это ее пастбище. 5,5, 6,5, вот так вот в зависимости от лезвия она и тусит, там-то, вот там вот где-то. Так вот этот бы я поставил, наверное, 7,5. Закрытая голова, это вот по-моему, в принципе, интересно. С учетом того, что он полностью нержавый, и с учетом того, что стоимость чрезвычайно для нержавого станка невысока, то вполне себе годное изделие, больше чем уверен, что вполне себе неплохо он будет находить поклонников и почитателей. Зайдет ли всем, трудно сказать, да в принципе навряд ли, потому что я не знаю ни одного изделия, которое кому-либо дошло на 100% полностью. Ну, есть такие наверняка, ну, типа АТТ, Timeless, Icon, вот это вот все. Ну и то там можно найти людей, которые скажут, да ну ты что, там баблоса убили по большому, а так я станка не получил. То есть наверняка тоже можно найти. Это говорит о том, что человеческая натура достаточно разносторонняя. Я думаю, что отбой в минус на этом станке будет тоже невысокий ввиду его нормальных более чем денег для нержавого станка. Балансировка вполне себе терпимая. Если вы не будете балансировать двумя пальцами, будете держать нормальным обычным хватом, держать будет вполне себе удобно. Насечка адекватная, прогнозируемая, сама в руках калить не будет ни при каких условиях. Влажный, не влажный, мокрый, не мокрый, в пене, не в пене, пофигу. Держится все равно нормально, хорошо. Вес станка средний, тяж средний. То есть вот 100 грамм вот вокруг этого и пляшите. То есть вот исходя из этого вы можете рассчитывать на работу этого станка. Работу прогнозируемая, нормальная. Любите экстрим, подумайте за открытую голову. Любите прогнозируемую, стабильную, хорошую и так, чтобы без ярких всплесков. Закрытая голова вам в помощь.
То есть вполне себе годное, отличное изделие. Дим, еще раз спасибо за то, что дал возможность ребят познакомиться с этим станком. И у меня к тебе просьба небольшая. Тут мои девушки маленько самостоятельность проявили, инициативу. Короче, твой адрес накрылся. Вот где ты подробно расписал, там, как с деком, что куда отправлять. Вот этот листочек куда-то на макулатуру и пустили. Я его уже обыскался, найти не могу. Там орать бесполезно, я лучше тебе попрошу. Ты напиши мне еще разочек, куда его слать. И я тебе его спокойно отправлю. Спасибо. Мюллевский синтетик. Ребят, столько уже дифирамбов по поводу этого станка спета, я не знаю, есть ли смысл еще раз повторять все то, что было сказано до того. Уже которое видео, я тут такие оды про него пою, что, возможно, у вас уже и уши у некоторых там склеились, там, когда ты уже закончишь, Иванов. Хочу лишь коротко подвести черту. Мюллевская синтетика в моих глазах еще никем не победима, ни одной фирмой, никто ее не превзошел, ввиду того, что сам материал синтетики необыкновенен, из которого проистекает то, что работа сама по себе этих помазков также чрезвычайно интересна и импонирует. Даже не зная, сколько стоит этот помазок, глядя на ворс, у тебя уже там гуска сожмется, ты уже будешь понимать твою дивизию. Только не говорите мне, сколько он стоит, потому что это точно не 3 копейки. Он даже выглядит так, ребят. Работает. Понятно, что не на эту сумму. То есть чутка попроще. Но вся ирония заключается в том, что дешевле их вы не возьмете. Я не знаю, у кого есть еще помазки из такого материала, знаю только Мюлле. Если вы знаете, кто еще из такого материала делает, ребят, скажите, возможно, там дешевле. Но я думаю, что мало будет кто бегать и искать, где взять такую фибру подешевле, потому что хоть они и не дешевы, но не запредельно дорогие. Это во-первых. Во-вторых, как правило, к таким вещам обращаются люди, которые знают, чего они хотят. А для таких людей вот подобные суммы не маленькие, но и без штанов-то тоже не оставят. Поэтому тут, скорее всего, эти помазки будут брать люди, которые уже знают, что они берут и что они хотят. Для себя лишний раз хочу подчеркнуть, что то ли дорожный помазок, я к нему привык, то ли еще что-то. Но вот на сегодняшний день мой фавор явно на стороне недорожного. За счет того, что у него более открытый узел, за то, что он более объемный в работе, у него не такая точечная, адресная какая-то вот редакция лица идет. Это, знаете, как вот широкий принтер, вот это все. А это как вот печатающая машинка, в одну точку тебе херак, вот что-то типа такое. Делают элегантно, мягко, бархатисто и тот, и тот. Только объем напечатанных страниц у них разнится. Если этот по букве строчит, то этот сразу абзацами бьет. Что-то вот такое. По качеству, по мягкости, ну как бы мне вот этот вот даже побольше кажется мягким. У этого, да нет, колкости нет. Нет, пожалуй, что одинаковый человек. Нет, одинаковый. Просто форм-фактор во время работы, вот у этого импонирует больше. А возможно, что я брею всего лишь второй раз, и этот вид мне еще не успел в подкорку войти, как этот вошел. И я им как каждым чем-то новым и приятным для тебя просто тешусь и никак нарадоваться не могу. Возможно, это зачетный помазок. Зачетный. Дим, со всеми разобрался, давай адрес, все буду тебе отсылать. Ну и огромное тебе спасибо за то, что дал возможность пацанам все это показать. Теперь одной зернышкой на канале информации будет больше. Жилет Platinum. Каждый раз, когда у меня возникает какая-то такая, ну не патовая, не совсем понятная ситуация, когда я начинаю сильно голову ломать, думаю, блин, а может это, а может это, а может это. Потом вовремя вспоминаю, да, я хоть и телес, но не блондинка, поэтому дергаться не будем, возьмем это. И как правило, когда я говорю это, у меня сходится все, ну, к 3-4 лезвиям. В эту категорию входит физер в последнюю очередь, потому что это все-таки крайность, как ни крути. Да, приятная, да, хорошая, да, отличная, но все-таки крайность. А золотую середину для меня составляет эта персона, жилет Platinum.
в большей степени, наверное, все-таки трит, нежели зеленая астра. И вот сейчас вот думаю, чтобы четвертое еще назвать, и так вот сразу на ум-то ничего не идет, а раз не идет, значит не надо сочинять. Назвал то, что уже засело. Засядет еще что-нибудь, скажу, сейчас пока не засело. Вот эти вот лезвия. Как они себя ведут? Бархатный котенок. Ты стоишь своими делами, занимаешься, никого не трогаешь, кошак на свободу вырвался, что-то ему от тебя надо. Он подходит, спину горбом делает, вдруг от тебя вот так колыхнуло, посмотрел вниз, и вот в это время, как по ноге тебя вот так, вот эта котяра проносится, вот так примерно как-то эти лезвия работают. Знаете, какой-то шелковый бархат. Пронесся, обратил на себя внимание, и все, щетины нет. Вот так я их воспринимаю, особенно в таких станках, которые по агрессивности от 89 до 41 туда вот в этом. Что это было? Диско? А, все, вспомнил, этот. Элвис Пресли. Как он там, вот эти вот позиции все выдавал. В белом пинжаке. Что-то вот в голове как-то проскочило. Ну, это как про кошака подумал. Хотя какая взаимосвязь, сам не понимаю. Так, хоры прикалываться. Все, ребята, на этом, наверное, все. Добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо в этом доме. И самое главное, спокойствие на душе. Будет спокойствие здесь, будет спокойствие вокруг. Будет спокойствие вокруг, любимая, блеск в глазах включит. Дети будут громче смеяться, подбегать на шею вешаться, папа покатай. Ну или другие приятности в этой жизни. Это же хорошо. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.